Друзья, всем привет! Время без 3 минут 2 часа. Я уже собрал вещи, погрузил в машину, закончил рыбалку на сегодня. Был я сегодня в месте, которое называется Тихая Заводь. Это вот в прошлом выпуске я сюда именно ехал, но перепутал, на другой водоем заехал. Сейчас вот доехал. Здесь с Андрюхой как раз, который здесь постоянно ловит. Вот он мне посоветовал. Тихая Заводь находится в 60 километрах от МКАД, Домодедовский район, деревня Щеглятево. Платник образован на одном из прудов на реке Люторка. Форелевая зона отделена от основного водоема сетками, натянутыми под мостом и напротив. Такой большой объем воды, по моему опыту, очень хорошо сказывается на проточности и, как следствие, на качестве воды. Она тут и правда очень прозрачная. Береговая зона организована плохо. Единственная часть, где можно ловить, помост. Но он очень узкий, разойтись практически невозможно. А при морозе можно и навернуться. Я уже не говорю про вещи. Одним словом, экстрим. Сектора не размечены. И с учетом того, что можно ловить не только на спиннинг и использовать несколько снастей, могут получаться неприятные ситуации. Но Андрей сказал, ребята стараются и будут работать над улучшениями условий. Ладно, давайте начинать. Здорово. Ну что? Там администрация мне все мозги уже вытрахала. Пойдем сходим. Да, мостик реально узенький. Наверное, да. Бывали, да, правильно? Здесь? Да. Не, я здесь первый раз. Похоже здесь на вас. Да, мы все похожи. Все рыбаки похожи. Так, да, начну с блесны. Как? Начну с блесны. Ну смотри, он поверх плавает. А она это ныряет. Это не факт, что она если сверху, то она открывается. У меня было 2 потычки на блесну. Напал? Не, на руне. Ну. На резину, да? На блесну молчок. Еще пару проводок сделаю блесной. И тоже перейду на резину. Со дна? Да. Там с одной, с одной. Тяжелая у тебя башка? А? Тяжелая башка? Тяжелая. 0,8, наверное. Ну, что-то такое большое у меня вообще. 0,8, наверное. Конечно, 0,8. Ну ладно, перехожу на резину тоже. Нет, не берет, что-то вытянет. Так, ладно, я тоже резину. Оп, есть. Да, удочку, конечно, у нас стояла здесь. С поплавком. Опа, есть. О, вот это нормальный размерчик. Да чё? Хороший. Ломоть. Возьмешь что-то? Башки, знаешь?
Это хорошая, да. Тут так же снизу? Да, да, со дна. А? Со дна, да. Так. Ну тут прям лучше там бы его. Да, я в камеру хочу показать. А. Так. Конечно, неудобно ее брать. Вот резинка, на которой я поймал. Надо ее заменить. Крючок чуть разогнулся. Сейчас тоже поправим. Тонкий крючок разгибается. Но это даже больше, когда я вытаскивал уже из пасти. На, держи. Так, продолжим на Big Junior. Тебе надо 3 палки и 3 подсака. Да. Для каждой палки. Миша, спасибо вам. Вот это конвейер. Вот это конвейер, да? А чем мне ловить? У меня уже ничего нет. Опять соседи у вас что-то красивое, нет? Ну на, еще раз. Офигеть, вот с рыбой. У меня в машине запасной есть. Я, может быть, и запасной принес? Она тебе хоть покоя не дает. Надо соседу давать. Подсак, иди сюда, ты че? Есть. На утяжеление 2 грамма поставь. Тяжелый, да? 2 грамма поставил. И вот первый проводка. Не, Big Junior. Есть. Вторая. Прям тяжелый, да? Прям? 2 грамма. И такая активная проводка вдоль дна. Ну, понятно. Активная? Ну да. Ну, довольно быстрая, что вдоль дна шла. 2 грамма всего. Так. Вот на что поймал. Big Junior. Крючок Хайбуса 5. И головка вольфрамовая 2 грамма. Общий вес джиг головки. Продолжим на нее. И есть. Оп, и у соседа есть. Синхронное вываживание. Это помельче. Оп, сразу. Соскочил у берега. Ну я форсированно его вытаскивал, конечно. Хороший.
Оп, сразу поклевка. С выброса только на дно вот опустилась. О, ну вот идет она. Оп, есть. Довольно далеко. Оборвала? Ну она, да. Это у меня поменьше, конечно, чем у тебя. Оп, есть. А у меня отцепилась подсачка. У меня безбородыка. Так, у меня третья. У нас очередь за колотушкой. Так, ну я все на ту же. Уже резинка порвалась. Поменяю на белый цвет. Тот же Big Junior, но белый цвет поставлю. Так. Глубина в районе 4 метров, говорят здесь. И таким весом 2 грамма легко контролировать, в принципе. Потому что вот стандартный 0,6. Очень медленно получается проводка, а рыба активна пока. Утяжеленкой такой можно за счет скорости быстро обловить. Плюс она реагирует на довольно быструю проводку. А если ставить легкие груза, то плавно получается, резких таких вот рывков не получается. Плюс сильно отрывается во время проводки от дна. Оп, уже под берегом. А, свалилась. Свалил? Да. Может, еще подгадил. Не, надо фрикцион надо расслаблять, но здесь соседи, да, поэтому тут особо не расслабишь. Приходится форсировать. Тесновато, конечно. Оп, есть. Это помельче. Есть. За краешек прямо. Все, сама отцепилась. Так, это уже 4-я. Не, ну тяжелая, она так, конечно, ее не ест, как легкая, но поэтому, ну, быстрее намного получается. Проводка. Есть, уже прям под носик. А, мелочь совсем. Опа. Малек. Ну прям с каждой проводки пока что есть какие-то контакты, рыба. Прям следующая проводка после того, как я поймал. Так, ну раз под ногами, зачем кидать далеко, правильно? Сейчас глубину посмотрим заодно. Вон глубина.
Ну да, 4 метра здесь. На черви, да, тоже? Да. Я тоже решил. Один заброс я сделал, одну проводку. Есть. Сейчас пол воды не успел опустить. Специально начал проводку повыше, чтобы она плавно опускалась. Главное поплавок пройти. Я сейчас вытащу. Зацепила, да? Сейчас я вытащу быстро. Все, повезло. Оп, есть. На фрешлю. Резиночка. Пол воды, да? Да, но он начал проводку повыше. Так, вот 409 цвет, попугай на 2-граммовой башке. Оп, есть. Сейчас со дна. Червец или? Да, но все того же. Flatworm. Яркий. Трехцветка. Это хороший. Оп, есть. Да, это прям хорошая. Какая... Оп. 2 грамма. Да, тяжелый. Но я сразу тяжелый. Вот, всю на тяжелый пойму. Ну вот, здесь пригодилось. Тоже первый раз поставил. Так, время без 20:10. Уже активность после запуска спала. Сейчас придется облегчаться. Это лучше всего работало на запуске 2 грамма. Тяжелая резина. Активная проводка. Сейчас уже поклевки прекратились. Явно спала активность после запуска. Сейчас буду облегчаться, пытаться что-то менять, искать, на что она сейчас будет клевать. Вот есть. Да, на Big Junior 0,2 грамма. Капитально облегчился. Не, ну не 0,2, наверное. 0,3 здесь. Ну вот, облегчение дает плоды. Так, Назаркин с водоемом. Здорово. Дает перчатки только. Да, ничего страшного. Тут край вообще там нули у людей. Садки на берегу. Ну что-то... Она как-то здесь вот встала и никуда не ушла. Да и что-то не клюет сейчас. А у тебя было что-то сейчас? Нет, вот я блесну покидал, вообще ниточка. А я блесну. Если не клюет, кидай блесну. Ну вот она, мелочевочка.
О, отвалилась. На легкую, да? Да, на 0,3. Селедочка. Давно поклевок не было. Блесну кидал. Вообще ниточка. Вот сейчас перешел на Big Junior 0,3 башка. Но затихло конкретно, конечно. Опа, есть. Ага, свалилась. Да. Давным-давно поклевки не было, уже собираюсь уходить. Ну, еще покидаю минут 15 и буду собираться. Да, со дна. Тоже на легкую? 0,45 башка. Уж оживее, что. Нормально, так условия вообще никакие. Жестко. Я тебе говорил, что здесь очень жестко, потому что повезло. Так. А представь себе, вот был бы морозец, ледочек. Да, здесь вообще. Да, здесь и так-то. Я поэтому и не ездил, вот, когда ходит. ледок. Ну, вещи улетят и все. Вещи улетят. Здесь самому можно улететь. И самому можно, а вещи что, тут тоже будет. Ну да, короче, стрёмненько здесь. Мне же так это улетела, банк ветром сдуло. Отсюда, да? Да. И как назло, она не закрыта была. Но хорошо, что банка, а не коробка с приманкой, с блеснами. Ну да. Не, а я просто дождик начался, я ушел в машину, а банки оставил так, вот, Да, разложил. и Ветер ветром. сильный был и улетел. Вот я запомнил, этим легким администратором. Я бегом на лодку поплыл, но уже поздно было. Ага, с лодкой доставал? Вот, лодка стоит. А к сетке уплыла банка. А, Но они все равно там все потеряли. Ну, что делать? Сам виноват, надо закрыть был. так. Подойдешь, я тебе отдам деньги к машине? Ну, пойдем. Туда? Ну да, к машине, а то у меня... Да, возьмем. Да, я сам. Давай. Подсак возьми. Все, всем пока. Счастливо. Все, что ли, да? Я все. Че? Сейчас. А я не беру рыбу. Не, ну сфотографируй со своей рыбой. Просто фотографировал. Со своей рыбой. Я говорю, я не беру рыбу. Не понял, я Ты вас... с рыбой сфотографируй со своей. Вам это фотографию. Вы У меня поймали? нету рыбы. Есть. Поймали? Ну Ну, сфотографируй с рыбой. а зачем? Я тебе оставлю. Ну своей рыбы фотографируй. Так у меня нет, рыбы нету. Ну, Вот, для рыбы чё? нету. Нет. Нету рыбы. Для чё ты? Вы поймали, я фотографировал. Ты Хорошо, рыбы ты. Я понял вам. Да рыбы нет у меня. Я понял. Друзья, ну вот рубрика наша любимая называется туалет. Такой вот в форме гробика. Гвоздик. Оп. Дырка. Заходить не будем. Уф. Такая прям ракета. Можно взлетать. Но тут они вот по периметру такие стоят. В общем, вот этот туалет, он стандартный. Сейчас, конечно, холодно. Ходите в туалет дома. Друзья, вы смотрели программу OnlySpin. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, в комментарии, пишите вопросы. И рекомендуйте еще какие-нибудь платники. Хотя вот уже снежок лежит, уже такая переходная погода, но может быть еще я успею съездить разочек, может быть пару раз. Посещу еще какие-нибудь безлимиты. Все, всем пока, давайте, скоро увидимся, до скорых встреч.